8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет, 70 из которых она провела на престоле. Таким образом, она стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании. Пока она правила, с ней на аудиенциях побывали 15 британских премьеров, от Уинстона Черчилля до Ли Страс. Королева застала распад Британской империи, стала свидетелем стремительного развития технологий, экономических кризисов, военных экспансий, покорения космоса. При ней Великобритания вошла в ЕС, и при ней же из него и вышла. Она застала уход из жизни своего мужа, принца Филиппа, не дотянувшего 1 года до 100 лет. Вместе с ней Лилибет, как ее ласково называли с детства, действительно ушла целая эпоха, и правление далеко не все, чем запомнится нам королева. Во время правления Елизаветы II Британия сохраняла колоссальное влияние на мировую политику, благодаря финансам, разведке и технологиям. Англия стала законодателем моды в мире музыки, кино, моды, литературы. Все без исключения пели Queen и Beatles, хотели ездить на мини-купере или рейндж-ровере и, конечно, быть похожими на Джеймса Бонда, любого из Бондов. Именно лондонский Сити по-прежнему сохраняет за собой главную роль финансового центра всего мира. И за годы правления Елизавета II, а их, повторюсь, было 70, Англия не утратила своей финансовой мощи. Королева Великобритании — это бренд. По мнению аналитиков из ведущей мировой консалтинговой компании Brand Finance, по оценке брендов, основная ценность королевской семьи вовсе не материальная составляющая, а бренд под названием «Королева». И над этим имиджем как раз и работала, не покладая рук, Елизавета II с момента вступления на престол. Королева тщательно выбирала наряды, чем привлекала внимание и вызывала определенные ассоциации. Так, слыша имя Ее Величества, многим моментально приходили на ум ее разноцветные пальто и костюмы, элегантные головные уборы. Сама она предпочитала носить одни и те же вещи и создавать образы, которые ей так полюбились. Конечно, у нее была личная помощница по гардеробу Анджела Келли, в чьи обязанности входило обновление одежды и аксессуаров. Несмотря на возраст и статус, королева была поклонницей джина. В ее поместье Сэндрингем Эстейт, это частная усадьба Виндзорской династии, расположенной в Норфолке среди 20 тысяч акров охотничьих угодий, изготавливался напиток Сэндрингем Celebration Gin. Цена бутылки 50 фунтов. Королева — это символ Великобритании. Для многих королева — монархия, замки — это красивая картина, погружающая нас в эпоху Средневековья. Это прошлое, которое живет в настоящем. Это привлекает туристов, а доход от туризма — один из главных источников финансирования британской экономики. 48 миллиардов фунтов генерируется из туризма и задействовано в сфере почти 1,5 миллиона работников. Привлечение такого количества туристов вряд ли было бы возможно без личного бренда. Королева — символ Великобритании, но при этом многие ошибочно полагают, что она управляет всем. Посмотрите на фильмы типа «Игры престолов», «Последнее королевство» или «Викинги Вальхалла». Там у всех королевских особ была куча советников. Вы думаете, что-то поменялось? Британией всегда управляли монархи и тайный совет. Большинство людей из этого совета нам неизвестно. Как США управляются не президентом, так и Британия управлялась не королевой или премьер-министром. Монархи здесь, конечно, намного важнее премьеров, но за ними всегда стояла элита. Сюда входят и родственники: двоюродные, троюродные, четвероюродные и даже пятиюродные. Одни семьи могли объединять свою власть с другими через брачные связи, союзы, развивая сферу своего влияния. Но я отвлекся. Елизавета II была лидером по количеству лет правления. И, как подобает хорошему бренду, она была лидером по участию в съемках фильмов. Неудивительно, что ее знали и любили во всем мире, а посетить Объединенное Королевство, увидеть смену караула и Букингемский дворец было столько желающих. Про дворец мы, кстати, сделали отдельный выпуск. Елизавета снялась в документальном фильме о себе «Elizabeth. A Portrait in Parts». Принимала участие в короткометражках, например, пила чай с медвежонком Паддингтоном, символом детской английской литературы. Также королева участвовала в съемках множества фильмов, в которых играла саму себя: «Елизавета II», «Семейная история», «Английская королева», «Мой путь к Олимпу», в мини-сериале «Королева мира». Ее образ был даже использован в мультфильме «Королевский корги». А теперь назовите мне какого-либо из мировых лидеров, кто снимался в кино.
Популяризация королевской семьи сделала свое дело, и туристы со всего света приезжали в Великобританию, в том числе с надеждой однажды увидеть саму королеву. Отправляясь на экскурсию в Букингемский дворец, туристы обращали внимание на крышу дворца, на котором возвышается королевский штандарт. Это означало, что королева находится в резиденции. Если же вместо него поднят обычный британский флаг, значит ее величество отсутствует. Где же она могла быть, если не в Buckingham Palace? Ну, например, Windsor Castle. Еще одна резиденция британских монархов, принадлежащая компании The Occupied Royal Palaces Estate. Кстати, на текущий момент короне принадлежит около 24 дворцов и замков на территории Великобритании. К дворцам и замкам прибавьте еще землю. Управляется все это компанией The Crown Estate, а все имущество оценивается в 18 миллиардов долларов. Очень интересно, что все это не единолично принадлежит монарху. Правильнее сказать, что это имущество как бы переходит монарху, когда он, соответственно, на троне. Только управляется все это компанией The Crown Estate. В прошлом году чистая прибыль компании от управления имуществом составила 360 миллионов долларов. Какие интересы были у Елизаветы II? Она, например, интересовалась не самым женским делом – автомобилями. Она была единственным человеком в стране, который мог управлять автомобилем, не имея водительских прав. Впрочем, паспорт ей тоже был не нужен. Я серьезно. Несмотря на то, что согласно королевскому протоколу у монарха обязательно должен быть личный водитель, вождение для Елизаветы II стало настоящей страстью. Еще во времена Второй мировой войны будущая правительница обучилась на механика-водителя скорой помощи. Но современные британцы нередко видели ее за рулем Ягуара и Рейндж-Ровера. Автомобильная же коллекция королевы оценивается в 10 миллионов фунтов. Ее величество обожало проводить время на скачках. За последние 30 лет Елизавета заработала на них более 6 миллионов фунтов стерлингов. Ставки на спорт. Королева вообще отличалась своей любовью к животным. Она также питала особые чувства к собакам породы корги. Первый пес у нее появился, когда будущей королеве не было еще и 10. Это был пес по кличке Дуки. Измененный вариант его полного имени Дюк, от английского герцог. Вскоре у Дюка появилась подружка, коргиня по кличке Джейн. Романтические отношения с Дюком у Джейн, однако, не сложились, поэтому она попыталась счастье с другим псом. К сожалению, чуть позже судьбы обеих собак сложились печально. И только когда Лилибет исполнилось 18, родители подарили ей другого корги по имени Сьюзен. И именно с ней и началась самая настоящая корги-династия. В апреле 2018 года умер последний потомок Сьюзен, пес по имени Уиллоу. Также королеве Великобритании по закону принадлежали все лебеди и дельфины на территории страны. Верность браку и трону. В апреле 2021 года в возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж королевы Елизаветы. Это та пара, которая была вместе на протяжении более 7 десятилетий. Впервые они встретились в детстве на свадьбе двоюродной сестры Филиппа. Лилибет тогда было 8 лет, Филиппу 13. Кстати, Елизавета и ее супруг являются дальними родственниками. Они оба праправнуки королевы Виктории. Впрочем, для королевских семей это не редкость. Но официальное знакомство будущих мужа и жены произошло во время визита семьи Елизаветы в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где принц был кадетом. Тогда ему было 18 лет, а Елизавете 13. По словам гувернантки Елизаветы, воспитанница на протяжении всего дня не сводила глаз с молодого красавца. Филипп же, напротив, никаких знаков внимания не оказывал. Однако переписка между ними с тех пор завязалась, и на протяжении нескольких лет они продолжали теплое общение. И когда Елизавете стукнуло 17, стало очевидно, что общение приняло более серьезный оборот. При этом мало кто считал Филиппа подходящей кандидатурой для Лилибет. Финансовое состояние потенциального жениха было так себе, как и его семейная репутация. Здесь возвращаемся к тому, о чем я говорил ранее. Семьи объединялись ради расширения влияния и состояния. Греческий король Константин I, дядя Филиппа, был изгнан из страны вместе с семьей. Родители Филиппа развелись, отец крутил романы за границей, мать попала в психиатрическую лечебницу. А за образование сына в Англии платили друзья и родственники семьи принца. Однако, когда Филипп сделал Елизавете предложение, ее родители не были против. Разве что отец королевы настоял на том, чтобы официально о помолвке было сообщено на год позже, когда Елизавете
марте исполнится 21. На трон Елизавета вступила в возрасте 25 лет, когда в феврале 1952 года скончался ее отец, и все это время принц Филипп был с ней рядом. Елизавета II говорила, что без мужа она бы не смогла править столько лет. Принц Филипп поддерживал ее не только в вопросах касательно семьи, но и касательно работы. После смерти супруга королева сказала о нем следующие слова: «Он был и оставался моей силой все эти годы. Я, вся наша семья, это и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он мог подумать». С момента, как Елизавета взошла на престол, ее жизнь резко поменялась. У нее появилось множество новых обязанностей. Но, несмотря на молодой возраст, в котором Елизавета начала править, она отлично справлялась со своими задачами. За все время правления британская королева пропустила всего 3 сессии парламента. Первые 2 раза по причине беременности и третий в 2022 году по причине плохого самочувствия. Юмор и простота. Одна британская пара, шутки ради, отправила приглашение на свадьбу королеве. А та тоже решила пошутить и на свадьбу пришла. Елизавета и принц Филипп лично поздравили молодоженов, называли их по именам, спрашивали планы насчет медового месяца. Словом, общались так, словно это были их знакомые. Гости были в шоке, а пара считает визит королевы лучшим свадебным подарком. Также в интернете до сих пор гуляет легендарное селфи 2 девушек-хоккеисток с игр Содружества в Шотландии в 2014 году, на фоне которых стоит и улыбается в камеру сама королева. Был еще один случай, о котором рассказал ее телохранитель. Королева вместо привычных всем шляпок была в платке и гуляла по холмам недалеко от своего шотландского замка. Тогда к ней подошли 2 американских туриста. Они знали, что замок Балморал принадлежит королеве, но Елизавету в платке они не узнали. Они поинтересовались, местная ли она и видела ли когда-нибудь королеву. На что та ответила: «Я нет, а вот мой спутник видел», имея в виду своего телохранителя. Британцы любили ее за красоту, простоту, близость к народу, утонченность, современность. Все это было у королевы. И наверняка ее запомнят именно такой. Доброй, со своим неповторимым стилем, с чувством юмора. Да, кстати, если у любого из британцев спросить про королеву, они все будут отзываться хорошо про нее. После кончины королевы на престол вступил ее сын, принц Чарльз. При этом его официальный титул на нашем языке звучит не как Чарльз III, а как Карл III. Это связано с особенностями перевода имен. В России сохранилась традиция давать иностранным правителям христианские варианты имен. И идет эта традиция еще с 16 века. Карл III стал старейшим британским монархом в возрасте 73 лет. И он ожидал своего восхождения на престол дольше, чем кто-либо еще из всех наследников в британской истории. Что ж, у него было много времени, чтобы подготовиться. Елизавете II, несомненно, трудно соответствовать и продолжать удерживать правильный баланс между традициями и инновациями. Тем не менее, у нового короля есть реальная возможность быть защитником интересов своей нации. Это важный момент в истории короны, и все взоры теперь прикованы к королю Карлу III. Увидимся в следующих выпусках.